Компактный планшет, который весит всего 307 граммов и имеет толщину в 7,5 мм. Он оснащен IPS-экраном на 8,4 дюйма, процессором MediaTek Helio G99, операционной системой Android 13 версии, аккумулятором на 5000 мАч, поддержкой 4G LTE и Wi-Fi, возможностью расширить внутреннюю память и подключить Bluetooth клавиатуру или контроллеры. И обо всем этом я, разумеется, как вы, прочел в рекламе. Планшету под названием AldaCube iPlay 50 Mini Pro. Я думаю, вы его тоже везде, где только можно, видели в скидках, потому что, нереально приятный ценник на него очень часто. Конечно, данные характеристики особо нас не удивляют, но, как говорится, все зависит от цены. И как же на самом деле дела обстоят у данной модели, а компактных планшетов, тем более за вменяемые деньги, по минимуму, сейчас я вам расскажу. Полетели. Распаковка. Поставляется этот планшет в белой упаковке из плотного картона, на упаковке есть название, краткие характеристики модели и все по большому счету более чем стандартно. Упаковка неплохая, в комплекте у нас сам планшет с защитной пленкой, у которого олеофобное покрытие поначалу кажется очень даже плохим. Опять же про защитную пленку. Но после одного дня использования планшета олеофобное покрытие становится лучше. Далее в комплекте есть краткое руководство, кабель для зарядки с USB-A на Type-C, блок питания на 5,5 вольт 2 ампера, при том, что планшет поддерживает быструю зарядку Power Delivery до 18 Вт. Опять же 18 Вт по заявлению производителя. Но спойлер, больше 16 Вт он не принимает. Так что это тоже реклама. Последнее, что положили в комплект, это ключ для извлечения для прорезиненного слота под 2 нано-сим-карты или 1 нано-сим-карту и карту памяти до 512 гигабайт. Вес устройства 311 граммов, а габариты 202 на 126 на 9,5 мм. Розыгрыши моря, читаем описание, какие сейчас актуальны. Постоянно это 5 Mi Band 8 серии, разыгрывается за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Отзывы победивших за 5 лет можете посмотреть в ветке в ВК. Все, кому не лень, там отписываются, что получили. Помимо этого, я пытаюсь iPhone 15 разыграть на Новый год, но как-то слабо публика реагирует. Нам надо 5000 лайков, сейчас там только 3400 лайков на стриме по ссылке в описании к видео. Подписывайтесь с колоколом, перейдем же к планшету. В продаже доступна только серая расцветка данной модели. Сразу отмечу, что данную модель можно приобрести с дополнительными аксессуарами. К примеру, чехол, Bluetooth клавиатуру, плюс можно докупить контроллеры, которые можно использовать для игр. И учитывая габариты устройства, это, прямо скажем, неплохой вариант. Но я бы не стал покупать контроллеры, так как мощности в данном планшете откровенно маловато. Далее, дизайн планшета по мне привлекательный, выглядит он аккуратно, но вот качество материалов оставляет желать лучшего, так как пластиковые вставки с верхней и нижней части корпуса выполнены из максимально дешевого пластика. Сам корпус выполнен из металла с матовой поверхностью, корпус не марки, грани прямые, в руках планшет лежит комфортно. Печатать в вертикальном положении планшета 2 пальцами можно, использовать планшет для просмотра вертикальных роликов удобно. На корпусе расположили кнопку питания, качели регулировки громкости, разъем для зарядки USB Type-C OTG версии 2.0. Подключить монитор, к слову, возможности нет. Может, кто-нибудь знает как, но я не нашел. Далее есть один микрофон, а по звуку установлен всего один динамик. Вот такое вот чудо с моно. Громкости достаточно, но качество звука плохое, так как звук глуховат. И, к сожалению, в настройках нет предустановок звучания или кастомного эквалайзера, что, к слову, неудивительно. Как смартфон, во время звонков его использовать нет возможности, так как разговорного динамика нет. Можно разговаривать только с помощью громкой связи или подключенных устройств. К примеру, наушников. Вибромотор на борту, он слабенький, но он есть, за что плюс. Как и за то, что в планшет установили мини-джек на 3,5 мм. Далее, планшет оснащен IPS-экраном на 8,4 дюйма с разрешением 1920 на 1200 пикселей и плотностью пикселей в 270 ppi. По моим замерам, на 100% яркости экран выдает 320 люксов, что, к слову, соответствует заявленному значению. Для домашнего использования в целом данной яркости достаточно, но во время использования планшета на улице, особенно в солнечный день, есть, мягко скажем, затруднения. Автоматической регулировки яркости нет, экран желтит, и это никак не исправить. Боковые рамки не громадные, что не скажешь про верхнюю и нижнюю. Частота обновления экрана 60 Гц, тест на частоту дискретизации касания ничего хорошего не показал. Экран откликается только на 3 касания одновременно, за что однозначно огромнейший минус. Но есть пользователи, которые отключали функцию скриншот 3 пальцами, и экран откликался на 10 касаний одновременно. Хотя я перепробовал различные способы, по итогу функция скриншот 3 пальцами у меня не выключается. Как говорится, все зависит от магии прошивки. В настройках экрана есть режим ночной подсветки и простая настройка цветопередачи. Но вот полноценного многооконного режима, разумеется, нет. Есть возможность только открывать видео в миниатюре. Далее, разблокировать экран можно только стандартными способами разблокировки. Летим дальше. Процессор MediaTek Helio G
G99, кстати, не полная печаль за эти деньги, с техпроцессом 6 нанометров с 8 ядрами. Максимальная частота у него 2,2 ГГц, графический процессор Mali G57MC2, интерфейс Android 13 версии, притом, если вам необходимо накатить какую-то прошивку, то такая возможность есть, но на ваш страх и риск. Русский язык на борту, как у Google сервиса, операционная система работает неплохо в плане скорости, за время моего использования сильных подтормаживаний я не встречал. Но она кривоватая, и есть много программных проблем, которые можно встретить в стоковом приложении камера, допустим, или в настройках. Оперативной памяти 8 ГБ, внутренняя UFS 2.2 на 256 ГБ, имеется поддержка Wi-Fi 5 серии, поддержка 4G сетей с 7 и 20 бендом и функции еще и VoLTE. Связь планшет ловит стабильно, но слабо, как, к слову, и LTE связь. Bluetooth версии 5.2 NFC планшет не поддерживает, а GPS-навигация отрабатывает очень медленно, что и неудивительно, это же МТК-шный процессор. Напоминаю, что устройства на процессорах от Qualcomm в плане навигации куда лучше справляются, чем Mediatek. Летим дальше. Емкость аккумулятора 5000 мАч в PC-марке. На тесте автономности планшет выдал 5 часов 21 минуту, планшет заряжается от 0 до сотки за 2 часа 15 минут, поедает за час просмотра видео на YouTube 12%, в PUBG Mobile за час уходит 26%, за ночь уходит 1-2%. Играть возможно, сенсорный отклик неплохой, микрофризов я не встречал, конечно же качество картинки плохое, но планшет не сбрасывал яркость и не перегревался. Далее, процессор не тротлит, что стандартно для этого процессора. Результат тротлинг теста вы можете наблюдать на экране, но он слабенький прямо. В Geekbench 6 в синглкоре 709, мультикоре 1879. В Antutu выдал результат 401 тысячу баллов, потратив всего 4% заряда батареи. Storage тест показал 43 750 баллов. 45-минутный стресс-тест прошел плохо, а в 3D-марке цифры в тестах небольшие, показывает 99% стабильности. Планшет оснащен одним основным сенсором на 13 мегапикселей и фронтальным на 5 мегапикселей. Максимальное разрешение для съемки видео с основного сенсора 2К 30 FPS, а фронтального 1080p 30 FPS. На борту у нас некоторое количество вспомогательных функций, даже можно включить цифровую стабилизацию, хоть она и отрабатывает плохо. Фотографии на основной сенсор получаются неплохими, видеосъемка приемлемая, но картинка дерганая. Фронтальный сенсор показал себя очень плохо, конечно, его достаточно для разговоров по видеосвязи, но качество мрачное. Примеры видеосъемки вы уже видели, а фотографии днем с рассеянным светом вы и сейчас увидите. Минусы: мультитач только на 3 касания, нет многооконного режима, хотя бы на 2 экрана, нет разблокировки по лицу, один динамик и звук некачественный для просмотра фильмов или роликов. Это плохо, нужно будет колонку покупать, хоть и маленькую. Фокусировка на основной камере отрабатывает плохо, нет автояркости, ПО сырое и в нем есть много программных недочетов, которые однозначно никто не будет менять. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео, на распродажах она нереально радует, учитывая возможность использовать сим-карту. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок взаимопомощи, мой личный телеграм-канал. Пишите, делать ли еще обзоры на подобную дичь, потому что я прекрасно понимаю, что третий эшелон и третьим эшелоном и останется. С другой стороны, резюмирую, планшет Eldocube iPlay 50 Mini Pro в целом, учитывая стоимость на распродажах, неплохой вариант, а за ту стоимость, за которую я вообще его приобрел, опять же, можете посмотреть в телеге скидок моей, однозначно можно рассматривать его к покупке. Да, звезд с неба он не хватает, да и система работает не всегда корректно, но от меня девайсу, учитывая стоимость и возможность использовать симки, однозначно да. Еще раз огромное спасибо за просмотр, добра и удачи вам, дорогие друзья.